Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, The Handmade. Это пятая заключительная часть видео мастер-класса «Кот Матроскин». Вяжем валенки. Так как коричневого цвета у меня мало, поэтому на этот раз и черного тоже немного. На этот раз валенки будут двуцветными. Подошва будет коричневого цвета, потому что его меньше всего. И верх будет черного цвета. Итак, начинаем наше вязание с подошвы. Берем плюшевую пряжу, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8 столбик без накида. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Далее новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали третий ряд, и если так же, как и я, вы будете вязать двуцветные валенки, то последнюю прибавку в третьем ряду не довязываем до конца. То есть вяжем первый столбик прибавки, вяжем второй и его не довязываем. Берем плюшевую пряжу, в моем случае это черного цвета, и довяжем эту прибавочку. Провязали, новый ряд отмечаем. Следующий ряд четвертый. Этот ряд мы будем вязать за перегородки, которые находятся между петлями. Провяжем 24 столбика без накида. Как это делается? Заводим крючок с изнаночной стороны вязания. Вот это у нас лицевая сторона. С изнаночной стороны заводим в первую петлю крючок, выводим на лицевую сторону. Далее вторая петля. Заводим крючок во вторую петлю с лицевой стороны и выводим на изнаночную сторону. И вот она перегородочка между первой и второй петлями. И за эту перегородку мы провязываем первый столбик без накида. Провязали. Теперь также заводим крючок с изнаночной стороны во вторую петлю. Вывели на лицевую сторону. Далее идет третья петля, заводим крючок с лицевой стороны в третью петлю, выводим на изнаночную сторону, и вот она перегородка между второй и третьей петлями. За эту перегородочку мы вяжем второй столбик без накида. Далее заводим с изнаночной стороны крючок в третью петлю, выводим на лицевую сторону. Заводим крючок в четвертую петлю с лицевой стороны, выводим на изнаночную, и вот она петля между третьей и четвертыми. То есть вот она перегородочка между третьей и четвертыми петлями. За нее мы провязываем третий столбик без накида. И так далее продолжаем. Заводим в четвертую, выводим в пятой петле. За перегородочку между четвертой и пятыми петлями провязываем четвертый столбик без накида. И так вяжем до конца. Последний столбик 24 будем вязать за перегородочку, которая будет находиться между последней петлей этого ряда и первой петлей нового ряда. Когда дойдем до конца, я вам покажу. Итак, вяжу последний 24 столбик без накида в этом ряду за перегородочку между 24 петлей 4 ряда и первой петлей 5 ряда. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда, 5 и 6, вяжем без изменения, как обычно, за обе стеночки петель. Вяжем в каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, 7. В этом ряду вяжем так:
7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 7. Далее вяжем 5 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стенки и повторим так 5 раз. И до конца ряда вяжем 7 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 19. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 5 рядов вяжем без изменения с 8 ряда по 12 включительно. В каждом ряду по 19 столбиков без накида. Провязали. Далее делаем соединительную петлю, желательно крючком меньшего размера. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Хвостик пряжи прячем между столбиками, и один валенок у нас готов. Кстати, мне такой вариант тоже нравится, когда двуцветная подошва одного цвета, верх другого цвета. Итак, второй вяжем точно так же и переходим к вязанию шарфа. Берем плюшевую пряжу красного цвета и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее все наше вязание будет столбиками с одним накидом. Делаем накид и, начиная с 3 петли от крючка, вяжем по цепочке 5 столбиков с одним накидом. 1, следующую стеночку следующей петли вяжем второй столбик с одним накидом. Далее вяжем 3 столбик с одним накидом. 4 и 5 столбик с одним накидом. В конце ряда, в конце каждого ряда вяжем 2 воздушные петли. Это петли подъема. И теперь разворачиваем вязание и рабочую нить заводим над вязанием, а не под вязанием. Это для того, чтобы края шарфа были вот такие вот рельефные, как бы волнообразные. Если завести же рабочую нить под вязание, то края будут более ровные. И вяжем так в каждом ряду по 5 столбиков с одним накидом. В конце каждого ряда вяжем по 2 воздушные петли и разворачиваем вязание. Вяжем до тех пор, пока шарф не станет длины 43-45 сантиметров. Итак, провязали нужной длины шарф, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Все хвостики прячем между столбиками. Шарф полностью готов. Переходим к вязанию шапки колпака. Начнем с помпона. Берем плюшевую пряжу в цвет помпона, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Провязали первый ряд. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили маркером, следующий ряд третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменений с 4 ряда по 6 включительно. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. Провязали, следующий ряд 7. В этом ряду вяжем такую комбинацию:
1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, вытянем слегка петлю и наполним помпон наполнителем. Наполняем средней плотности. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 8. В этом ряду вяжем 6 убавок подряд. Последнюю убавку не довязываем до конца. На ней мы будем переходить к красному цвету пряжи. И в этом ряду у нас должно получиться 6 петель. Довязываем последнюю убавку 8 ряда красным цветом, пряжей красного цвета. Следующий ряд по счету 9. В этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Пряжу белого цвета отрезаем, завязываем на узелочки и прячем вовнутрь помпона. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. Это 10 и 11 ряды. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 12. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. Это у нас по счету 13 и 14 ряды. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 15. В этом ряду мы вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Повторяем так до конца ряда. Итоговое количество петель должно получиться 24. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. И так далее по такому же принципу продолжаем вязать. Один ряд с прибавками, 2 последующих ряда без изменения. Схему вязания полностью напишу здесь на экране. Только вот последние ряды без изменения вяжем в количестве не 2 ряда, а 4. Вяжем их без изменения, в каждом ряду по 42 столбика без накида. Провязали и делаем соединительную петлю. Завершаем вязание шапочки, протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем между столбиками. Далее зафиксируем естественные складочки на шапочке, то есть придадим вот такую вот форму. Итак, надеваем шапку на котика, вот это ушко вот так вот складываем, на бок надеваем шапку, шапочку тоже вот так вот складываем. И теперь нам понятно, где нам нужно будет зафиксировать. Вот здесь нужно будет зафиксировать ниточкой. Можно плюшевой пряжей, можно не плюшевой в цвет шапочки. И вот здесь нужно будет подтянуть. Вот таким вот образом все зафиксировать. Зафиксировала я слегка складочки. Почему слегка и не до конца? Потому что хочу показать вам изнутри, как это все выглядит. Итак, вот немножечко я развязываю. Вот видите, я здесь подцепила 2 столбика, потом через 1, 2, 3 или 4 ряда подхватываю следующие 2 столбика, которые напротив находятся, и вот это вот подтягиваем, и тогда создается складочка. Завязываем потом это все на узелочки и прячем вовнутрь шапочки. И также с этой стороны. Вот здесь я тоже пару столбиков подхватила и через 1, 2, 3, 4, 5 рядов подхватила следующие 2 столбика, которые напротив находятся, и вот так вот все подтянула. Далее к шапочке привяжем ленточки для того, чтобы шапочка была хорошо зафиксирована на голове игрушки. Можно, конечно, полностью пришить эту шапочку к голове игрушки, но тогда она не будет съемной.
А хочется, чтобы она была съемной, потому что котик без одежки тоже очень-очень симпатично выглядит. Можно привязать ленточки, можно резиночку. Это уже на ваше усмотрение. И вот так выглядит в итоге шапочка. Теперь одеваем нашего котика. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наш с вами кот Матроскин полностью готов. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Буду с нетерпением ждать фото ваших работ, которые вы можете мне присылать сюда на электронную почту или же в Инстаграме ставить вот эти хэштеги, благодаря которым я сразу буду видеть фото ваших работ и делиться у себя в историях. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем еще раз спасибо большое. Всем пока-пока!